Всем привет, дорогие друзья, с вами Скрепка, и в этот последний день уходящего года я решил проверить, возможно ли пройти Майнкрафт без использования крафта, то есть вообще без крафта. Давайте не будем тянуть и приступим. Итак, для того, чтобы пройти игру, нам нужно убить дракона, но вот вопрос, как же это сделать, если мы даже элементарно деревянную кирку себе скрафтить не можем? Я создал мир Майнкрафта и начал думать. Хорошо, мы не можем ничего скрафтить, но все еще можем найти некоторые вещи в данжах или, например, в кузнях в деревнях. Точно, деревни. В них же можно купить многие предметы, например, броню, оружие, инструменты. Звучит многообещающе. И поэтому сейчас для нас первоочередной задачей является нахождение деревни. Ну что, я побежал. И как впоследствии оказалось, сделав огромный круг по карте, я наконец-таки нашел первую деревню. Тут и остановимся. Ну-ка, что там у нас в кузнице? О, идеально, кирка. Давайте с ее помощью накопаем немного угля и попробуем поторговаться с жителями. Так, алмазная кирка. Неплохо. Можно, в принципе, и прикупить. Дальше я отправился в небольшое путешествие. Нашел новую деревню с жителем, выгодно покупающим уголь, облутал парочку пирамид и покопался в шахте. В общем-то, ничего необычного. Вернувшись домой, я опять поторговал с жителями и купил себе крутую кирку. Потом еще немного попутешествовал, облутывая все, что только можно. Нашел себе новую быструю лошадь и побежал дальше. После я вернулся домой, добыл обсидиан для портала в ад и отправился в далекое-далекое путешествие в поисках новых деревень. Так, деревня с кузницей.
О, железный нагрудник. Зацените, у меня есть уже практически полный сет брони. А, вас, наверное, интересует, что это такое? Просто, видимо, кто-то из жителей посчитал, что построить деревню прямо на озере лавы – это неплохая идея. Но нам это даже на руку. Заливаем лаву водой и строим портал в ад. Только вот, как его активировать без зажигалки? Я поломал над этим голову, но в итоге разобрался. Нужно просто поставить несколько горючих блоков рядом с лавой, вплотную к порталу, и надеяться на удачу. Та-дам! Теперь идем по координатам нашей первой деревни и строим портал. Поджигаем. И теперь я могу перемещаться между деревнями примерно за 1-2 минуты. Это безусловно радует, но не будем останавливаться. Нам нужно найти еще несколько деревень. Я вернулся во вторую деревню, сел на лошадь и погнал. Спустя примерно 5-6 деревень и 1,5 часа времени я решил остановиться и построил портал в одной из деревень. Активировал его и прокопал дорогу до нашей второй деревни. К тому моменту у меня уже был алмазный меч, лук и неплохая броня. И я решил, что пора бы нам идти убивать дракона. Но не все так просто, как может показаться. Как вы наверняка знаете, для того, чтобы попасть в Эндермир, нам нужно найти и активировать портал в крепости. Но проблема в том, что для всего этого нам нужны эндер-глаза. А по условию челленджа, как вы помните, я не могу крафтить ничего. И на самом деле, когда я только начинал выживать в этом мире, я думал, что эндер-глаза встречаются в сундуках крепости с порталом. Но, как оказалось, я ошибался. И зайдя на страницу Википедии эндер-глаза, я ничего не нашел по этому поводу. Пусто. Это что же получается? Значит, без крафта мы не можем получить эндер-глаза, а значит и пройти Майнкрафт? Я начал думать. В голове было куча вариантов, вплоть даже до того, чтобы с помощью команд добавить возможность вытаскивать эндер-глаза из портала и таким образом насобирать глаз из нескольких крепостей для активации одной. Но это было бы уже не ванильное прохождение, и на вопрос, получится ли пройти Майнкрафт без крафта, можно было бы однозначно сказать нет, не получится. Но, к счастью, я случайно заглянул в changelog эндер-глаза и увидел там ту самую заветную строчку. Версия 1.9. Эндер-глаза больше не продаются жителями. Вот оно. Значит, когда-то раньше они продавались, ведь так? Да, все верно. И предыдущая строчка с обновлением 1.8 говорит о том, что теперь жители могут продавать эндер-глаза за 7-11 изумрудов. Но, к сожалению, теперь эту возможность почему-то убрали. Хорошо, что когда-то, года 3 назад. Так, посмотрим, что ты можешь мне предложить? А, тупой житель! Неужели ты думаешь, что я куплю у тебя эту хрень за 10 изумрудов? А ну-ка, полезай в яйцо. Будешь у меня на ферме железа стоять. А почему я тогда не использовал его на ферме? Ладно, неважно. Главное, что у нас есть житель, продающий... Главное, что у нас есть житель, продающий эндер-глаза. И не спешите обвинять меня в читерстве. Досмотрите ролик до конца, и там я объясню, почему я сделал именно так. Окей, давайте для начала купим 2 эндер-глаза и найдем с их помощью крепость. Да, вы меня правильно поняли. Я собираюсь найти эндер-крепость с помощью всего 2 эндер-глаз. А если нам повезет, то с шансом 64% мы не потратим ни одного глаза. Вам, наверное, уже интересно узнать, что же я задумал. И никакого читерства, только механика Майнкрафта и небольшая геометрическая хитрость. Ладно, приступим. Встаем на точку первого броска и записываем ее координаты. Бросаем глаз и максимально точно пытаемся прицелиться в его центр. Теперь запоминаем координату взгляда. Это будет угол, под которым глаз полетел относительно севера. Пока вам, наверное, ничего не понятно, но перемещаемся с помощью порталов за несколько тысяч блоков в нашу третью деревню. Встаем на точку второго броска, не забывая, конечно же, записать координаты. Кидаем. Глаз полетел под углом 2,7 градуса относительно востока. Записываем и это. И, в общем-то, все. Этих данных нам будет вполне достаточно для того, чтобы с точностью 5-10 блоков определить координаты крепости. Осталось только высчитать их. И сначала в тестовом мире я пытался сделать это на листочке, но у меня либо вообще ничего не получалось, либо погрешность была в районе 150-200 блоков.
Но я вовремя понял, что за нас можно заставить считать компьютер. Итак, открываем программу с функцией чертежей и начинаем. Тут у нас точка нулевых координат. Теперь ставим точку первого броска и прописываем ее координаты. Чертим выходящий из нее луч и прописываем ему угол, под которым он выходит из точки. У нас получилась траектория, по которой Эндергласс полетел бы, если бы он летел бесконечно. Теперь ставим вторую точку, прописываем ее координаты, чертим луч и угол. Думаю, вы уже понимаете, к чему я веду. У нас есть два луча, по которым полетит Эндергласс, а в точке их пересечения и находится крепость. Итак, ставим точку, и программа делает всю работу за нас, выдавая нам готовые координаты крепости. И давайте, чтобы было понятнее, я наложу этот чертеж на карту. Теперь здесь все видно. Вот точка нашего первого броска рядом с деревней, вот второй бросок также рядом с деревней, а вот и точка их пересечения, прямо рядом с небольшим островом в океане. Но во время записи я, конечно же, этого не знал, так как не пользовался картой, а то это было бы совсем нечестно. И из-за этого я решил попробовать обойти, как мне тогда показалось, небольшой залив. В итоге я потратил на это больше 20 минут, потом понял, что это была плохая идея и вернулся обратно, добравшись до острова уже вплавь. Итак, сейчас я нахожусь точно на рассчитанных координатах. И давайте, чтобы убедиться, что все правильно, кинем еще один Эндергласс. Та-дам! Он приземлился буквально в 5 блоках от нас. И вот после этого не смейте говорить, что геометрия это бесполезный предмет. Это, кстати, только что был метод параллакса. С его помощью, кстати, астрономы определяют расстояние до звезд. А вот за этот отрезок обычно берется расстояние между разными точками на орбите Земли вокруг Солнца. Подписывайтесь на мой научпоп канал, так сказать. Я же тем временем уже нашел портал в крепости. Ну и, конечно же, мне, как обычно, повезло. И в портале изначально появилось целых 0 Эндергласс. Ладно, не так уж и страшно. Накоплю 100 изумрудов и вернусь сюда. Строю портал для быстрого перемещения и начинаю фармить. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and hope we meet again. Oh, life, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. If I could take you up in boom boom boom, shaboom boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom and hope we meet again. Oh, life could be a dream. Shaboom. When did come you? And my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Я на самом деле думал, будет сложнее, но 100 изумрудов я все-таки нафармил. И купил за них 10 Эндергласс. Ну что, пора убивать дракона? Вставляем последний Эндергласс и понеслась.
Ну что, прыгаем в портал. Фух, ну что, мы сделали это. А в чем же итог? К сожалению, в последних версиях Майнкрафт недостаточно гибок, и пройти его без крафта просто невозможно. А все из-за Ender Glass. Чего нельзя сказать о версии Майнкрафта 1.8. Вот в ней, благодаря покупке глаз у жителя, пройти Майнкрафт без крафта не такая уж и сложная задача. У меня, так к слову, на это ушло чуть меньше 11 часов. И многие моменты из-за хронометража пришлось вырезать, но я думаю, вы не сильно обиделись. Ну и в заключении хочу поздравить вас с наступающим или уже наступившим Новым годом. Думаю, вы уже наслушались пожеланий от других блогеров, поэтому буду краток. Сделайте все возможное, чтобы в следующем году быть еще счастливее, чем в этом. Ну и конечно же, подписывайтесь на PewDiePie. Вы что, за T-Series, что ли? Ну и на меня тоже, в принципе, можете подписаться. Ладно, в общем, всех с Новым годом, всем удачи и всем пока!